чем смысл жизни? Неожиданный вопрос, на который так сразу сходу можно накидать не 1000 ответов. Буквально у каждого человека он свой, да еще и не один. Но стоит хоть на секунду задуматься, и тут же приходит понимание, что подавляющее большинство позиций в этом длинном списке ответов не являются смыслом, а всего лишь желаниями, хотелками, временными целями. Не то, ради чего природа могла нас создать. И вот в этот момент список начинает резко сокращаться, выбрасывая все лишнее и оставляя лишь самое важное. Потом еще и еще, пока в конце не останутся буквально несколько смыслов, перечитать которые можно на пальцах одной руки. Деньги? Нет. Ведь люди появились задолго до появления денег. Власть? Тоже нет. Природе плевать на власть человека или кого бы то ни было. Может, забота о детях, родителях и продолжение рода? В какой-то степени да, но это функция, обеспечивающая непрерывность жизни. Очень, очень важная функция. Буквально вторая по значимости, но не являющаяся смыслом сама по себе. Может, служение Богу? Безусловно, это очень важно, но что именно нужно от нас Богу, если Он и так всемогущ? И в итоге все смыслы, которые у нас остаются, не являются смыслами сами по себе, а лишь служат критически важными механизмами, без которых смысл жизни недостижим. Но сам-то смысл в чем? Список становится все меньше и меньше, пока на месте ответа не остается 3, 2, 1, 0. Никакого ответа. Вы на канале «Эпоха недоверия», и мы с вами попытаемся найти ответ на этот вопрос, мучающий рано или поздно, так или иначе, любого человека на Земле. Каждый из нас так или иначе ищет ответ на этот вопрос, на который до сих пор нет однозначного ответа. Тема эта очень многогранная, всеобъемлющая, и вряд ли ответ, освещенный лишь с одной стороны, устроит абсолютно всех. Я уже делал на эту тему фильм несколько лет назад. Он называется «Корень зла». В нем этот вопрос рассматривается с точки зрения эволюции живых организмов, начиная от мельчайшей клетки вплоть до человека. И уже в том фильме я рассказал и показал, что человек, скорее всего, это не одно существо. Человек, как, впрочем, и любой другой вид живых организмов, состоит из нескольких тел, мужского и женского как минимум, а как максимум многих тел, объединенных в целые рода, нации, государства. В общем, да, понимаю, звучит фантастично и несколько бредово, но пересказывать весь фильм второй раз не буду. Если интересно, поищите на моем канале и посмотрите. Если нет, то просто примем как аксиому. Все живые организмы соединены между собой некой загадочной связью. А поскольку мы ее не фиксируем никакими приборами, по крайней мере официально, то либо это полный бред, либо надо говорить о той среде, в которой такое незримое и неосязаемое может находиться. Конечно, речь об эфире. Его мы тоже никак не фиксируем, и вроде бы именно поэтому считается, что его нет. Стоп. Как, разве не доказано, что его не существует? Нет, не доказано. И это официальная информация, а не мои выдумки. И вопрос про эфир я тоже не раз поднимал уже на своем канале. И тоже с разных точек зрения. Поэтому может показаться, что я сейчас буду повторять все то, что уже сказал в роликах год назад и больше. Обещаю, что буду стараться не повторяться. Война с эфиром. Итак, если посмотреть современных популяризаторов науки, таких как Дмитрий Побединский, Юрий Ткачев, Макар Светлый, или ученых-физиков, как Александр Сергеевич Черцов, Алексей Семихатов, Бояршинов и прочих, то так или иначе они рассказывают об эфире примерно одно и то же.
Сначала идет историческая справка, что про эфир говорили еще с античных времен. Она в большинстве случаев не занимает много времени. Идея об эфире появилась еще в античности. В данную эпоху предполагалось, что эфир является неким пятым элементом. Нет. Итак, понятие эфира существует с незапамятных времен, когда еще мир состоял из 4 стихий, а Земля была центром Вселенной. И так далеко в историю мы вдаваться не будем. Но затем рассказ резко перескакивает аж в 15 век, а точнее к Рене Декарту. Следующий этап в развитии теории эфира принадлежит выдающемуся математику, физику и философу Рене Декарту. И в повествовании понятие эфир плавно подменяется понятием светоносный эфир. Обратимся к физическому смыслу волновой теории. Световые волны способны распространяться в пустоте, вовсе не связаны с перемещением вещества. Что же тогда является носителем этих волн? Какова среда колебания, которой представляют световые волны? И да, наверное, вы уже догадались. Световой эфир. Вроде бы ничего криминального. Обычное уточнение, подразумевающее, что для переноса света нужна какая-то среда. И это вполне понятно, поскольку именно Рене Декарт является родоначальником современного рационализма, который так обожают ученые. Отдав должное Декарту в своих рассказах об эфире, популяризаторы, как правило, перескакивают сразу еще на 300 лет вперед к Хенрику Лоренцу. Иногда, правда, вспоминая про Гюйгенса, Ньютона, Юнга и прочих. Нидерландский физик Хенрик Лоренц предположил, что из-за напора, оказываемого эфирным ветром, тела слегка сжимаются по направлению движения в светоносной среде. Причем ровно настолько, что невозможно заметить разницу скоростей света вдоль и поперек движения. Это было развитием идеи Хевисайда, который вывел сжатие электромагнитных полей в движении. И это тоже понятно, ведь Лоренц и попытался найти среду, в которой распространяется во Вселенной свет и радиоволны, да и вообще все что угодно. То есть, собственно, попытался найти тот самый светоносный эфир. Вот как раз тогда и стали зарождаться первые ростки современного квантового безумия. Существовало предположение, что эфир неподвижен, а значит свет в одном направлении должен двигаться быстрее, чем в другом. Думаю, это предположение исходило из того, что мы с вами находимся на движущемся объекте – планете. А значит, при движении света в одном направлении скорость планеты будет прибавляться к скорости света, а во втором – вычитаться. Ну, просто других объяснений этому нет. Последующий затем опыт Майкельсона опроверг эту гипотезу, и тогда Лоренц предположил, что тела, движущиеся со скоростью света, сокращают свою длину. И тут тоже понятно. Это я уже обсуждал в фильме «Что такое эфир?». То есть, если объект движется достаточно быстро, то проходящий сквозь него эфир начинает оказывать давление на объект, что сокращает все его характеристики – размеры, вектора и так далее. Правда, эксперименты и тут показали неудачу, а потому Лоренц ввел свои знаменитые преобразования. К слову сказать, все эти громоздкие преобразования на самом деле нужны только для одной единственной цели, на мой взгляд. Дело в том, что согласно первому закону Ньютона, если на тело не действуют никакие силы, то оно либо сохраняется неподвижно, то есть покоится на месте, либо движется равномерно, не ускоряясь и не замедляясь. Причем движется строго прямолинейно по инерции. Это назвали инерционной системой отсчета. Ну, то есть все тела движутся по инерции. Саму инерцию этот закон никак не объяснил, просто ввел понятие инерциальной системы отсчета. Тем не менее, этот закон приняли как один из важнейших постулатов современной физики и механики. А значит, критиковать его никак нельзя, ибо великий Ньютон. Так вот, поскольку в реальной жизни, как мы знаем, все совсем не так,
Объекты движутся, ускоряясь и замедляясь по прямой, кривой, по кругу или вообще хаотично, ибо на них оказывают влияние другие силы. Так вот поэтому физики-математики решили разделить пространство и время на малюсенькие микроскопические дольки, отделенные друг от друга мельчайшими отрезками времени. И внутри каждой такой дольки, называемой инерционной системы отсчета, первый закон Ньютона свято соблюдается. То есть на объект либо уже подействовала какая-то сила, либо еще нет. А вот то, что происходит с объектом между этими двумя дольками, то есть взаимодействие сил, тот самый промежуток времени, где происходит воздействие сил друг на друга, вот их и связывают преобразования Лоренца. Вот такой вот гигантский костыль, только с одной целью – оставить первый закон Ньютона незыблемым. Тем не менее, размышления Лоренца были приняты на ура и получили дальнейшее развитие, в том числе и коллегами Лоренца. Так появилась теория эфира Лоренца. И как раз для нее и разработались те постулаты, которые сейчас мы считаем величайшими и незыблемыми достижениями физики и человечества. А именно, принцип относительности, постоянство скорости света, эффект замедления времени на световых скоростях, ну и прочие релятивистские штучки, как сокращение размеров, например. Именно для этой теории эфира Лоренца впервые была введена формула E равно mc квадрат. Ну и само собой было введено понятие пространства-времени, а как иначе считать преобразование? Вот такой вот багаж прорывных знаний создал для нас, внимание, сторонник эфира. Так, в начале 20 века сформировалась теория эфира Лоренца. Она объясняла сокращение длин объектов, вводила замедление времени, принцип относительности. В ней была найдена связь энергии с массой, правда с коэффициентом 4/3, но там были свои нюансы. Постулировано постоянство скорости света, четырехмерное пространство-время, относительность одновременности. В общем, возникла теория, грамотно объяснявшая, по сути, все результаты экспериментов и использовавшая эфир. Ничего вам не напоминает? Вообще, это же все есть теория относительности. Да, правда с коэффициентом 4/3, но там были свои нюансы. Правда с коэффициентом 4/3, но там были свои нюансы. Кстати, насчет формулы E равно mc квадрат. Тут такая история. Еще в 1881 году сэр Джозеф Джон Томпсон предположил, что электромагнитное поле само по себе должно быть источником массы, то есть тот самый эфир. Но у него была довольно сложная система расчетов, поэтому через 8 лет, в 1889 году, другой английский физик Оливер Хевисайд упростил его формулу и привел ее вот к этому значению. То есть уже очень-очень похоже на известную нам формулу. Разница только в том, что значение энергии там было не единица, а 4/3, то есть где-то 1,33. Где-то между этими двумя датами в 1884 году третий англичанин Джон Генри Пойнтинг сформулировал теорему о сохранении энергии для электромагнитного поля. И вот уже после всего этого, уже в 1900 году, французский физик Анри Пуанкаре заявил, что если теорема Пойнтинга верна и все ее условия сохраняются, то электромагнитное поле действует как фиктивная жидкость с массой такой, что E равно mc квадрат. То есть прямым текстом из этой формулы и теоремы Пойнтинга выводится, что благодаря эфиру значение массы будет не 4/3, а единица, и тогда E равно mc квадрат. И только через 5 лет Эйнштейн провозгласил эту формулу собственным своим фундаментальным открытием. Итак, возвращаясь к Хенрику Лоренцу и созданной им системе преобразований. В них он опять допустил ряд мелких ошибок, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому другой физик, Анри Пуанкаре, исправил его ошибки, добавив в расчеты неэлектромагнитные силы и гравитационные. И вот уже в таком виде все наработки Лоренца и Пуанкаре почти без изменений взял, да и присвоил Альберт наш Эйнштейн. Но почему тогда вдруг исчез эфир?
Ведь если преобразования должны были учитывать абсолютно все силы, действующие на объект, то эфир, как нечто существующее, должен был приниматься в расчет. И он принимался. Но поправка с 4/3 до единицы убрала необходимость его учитывать. Эйнштейн, собственно, так и сказал: эфир не нужен, просто не нужен. Любое число, умноженное на единицу, дает само себя. А разделенное на единицу тоже дает саму себя. Зачем учитывать в формуле значение, которое не оказывает никакого влияния на расчет? А значит, эти преобразования позволяют обойтись без него. То есть, вот так просто. Никто никогда не опровергал эфир. Просто сказали, что в расчетах он не принимает участия, а потому попросту не нужен. Вот послушайте, как это говорят современные популяризаторы. И на самом-то деле никто ничего не опровергал. В обоих теориях утверждается, что эфир обнаружить невозможно. Просто Эйнштейн не побоялся полностью исключить его из своей теории как абсолютно бесполезную вещь, а вот Пуанкаре оставил. Эйнштейн так-то и не утверждал, что эфира нет. Он просто сказал, что тот нам не пригодится, чем решил много проблем. Ну и логично, что лучше выбрать то, где меньше возни. То есть буквально. Эйнштейн сказал, что эфир нам не пригодится, чем якобы решил много проблем. Но если быть еще более точным, то в своей речи «Эфир и теория относительности», произнесенной 5 мая 1920 года в Лейденском университете, он сказал буквально следующее: «Мы можем сказать, что согласно общей теории относительности пространство обладает физическими свойствами. В этом смысле, таким образом, эфир существует. Согласно общей теории относительности, пространство без эфира немыслимо. В таком пространстве не только бы не было никакого распространения света, но и не могли бы существовать никакие стандарты пространства и времени, измерительных масштабов и часов. И, следовательно, никакие пространственно-временные интервалы в физическом применении. Но этот эфир не может рассматриваться как наделенная какими-либо качественными характеристиками весомая среда, состоящая из частей, которые могут быть прослежены с течением времени. Идея движения к нему неприменима». То есть Эйнштейн на самом деле не только не опровергнул эфир, а прямо заявил, что без него существование Вселенной невозможно. Однако он не принимает участие в расчетах как физическое тело, а потому мы его не считаем. Но, как это часто бывает и по сей день, те, кто слушал его, услышали только то, что хотели услышать, а не то, что он сказал. И примитивные слушатели решили, что раз эфир не считаем, значит его нет. Лучше верить в то, где меньше возни. И хотя все эффекты вроде сжимания, разжимания объектов на скорости легко объяснялись наличием эфира, но все они сталкивались с тем, что обнаружить его, эфир, невозможно. И зачем тогда его искать? Выбрасываем как ненужное, пусть у нас будет меньше проблем. А точно ли меньше? Но вот посмотрите, после того, как эфир стал якобы лишним, гравитация перестала иметь физический смысл. Пришлось вводить некую поправочную константу, гравитационную постоянную, смысл которой объяснить без эфира просто невозможно, и точное значение которой вычислить не удается до сих пор, поскольку она постоянно фиксируется в разных диапазонах, так, словно что-то волнуется, движется, сжимается и разжимается. Словом, ведет себя как волна или электромагнитное поле. Убирая эфир, мы получаем чудо, нечто незримое, нематериальное, существующее в абсолютно пустом пространстве само по себе, как на носителях, так и вообще без какого-либо носителя. И это полный бред, поскольку, не имея в своем составе ни одной частицы, ни электрона, ни протона, ни какого-либо хоть малейшего фотона, это нечто возмущает пространство, оказывает порой даже физическое влияние на материальные объекты. Пример – магнит. И вот тут снова появляется
необходимость эфира. Но следите за руками. Вы очень часто слышали такую манипуляцию, но вряд ли обращали на нее внимание. А именно, внезапно, в какой-то момент физики и популяризаторы вслед за ними начинают говорить про то, что частицы эфира должны быть переносчиками полей. По мнению Декарта, эфир более сложен, он имеет разные виды. Также ученый считал, что разные виды эфира осуществляют теплопроводность, свет представлял собой частицы эфира, притяжение Земли происходит за счет движения частиц эфира, которые ее окружали, магнетизм, по мнению Декарта, также следствие циркуляционных взаимодействий эфира. В теории Лесажа все тела постоянно окружены невидимым эфирным газом, частицы которого сталкиваются с телами, подобно молекулами обычных газов, и сообщают этим телам энергию и импульс. Именно по аналогии со звуком считалось, что световые волны — это тоже колебание чего-то. Не самостоятельный объект, а возмущение некого светоносного эфира, заполняющего воздух, космос, прозрачные тела, да вообще всю Вселенную. Но, оказывается, сами частицы – это и есть поля, точнее их возмущение. Частицы — это и есть поля, точнее их возмущение. Ничего не напрягает в такой формулировке? Поясню. В какой-то момент ученые начинают считать эфир каким-то газообразным веществом, состоящим из частиц. Причем абсолютно без какой-либо вменяемой на то причины. Ведь эфир по определению это и есть само пространство, нематериальное поле, возмущение которого как раз и образует частицы. Но физики ловко меняют эти два понятия местами, используя прием «соломенное чучело», и доказывают, что эфира нет, поскольку все частицы, из которых он может состоять, порождаются возмущением квантовых полей пространства. То есть заменили слово «эфир» умным значением «квантовое поле», а освободившееся слово «эфир» переназначили на его полную противоположность – частицы. И тогда все сходится. Вроде как ученые победили, сбросив эфир с пьедестала. Проблема в том, что это просто грубая махинация, рассчитанная на невнимательных людей, с целью доказать свое превосходство, просто переименовывая понятия. Это довольно известный прием, которым регулярно пользуются нечистоплотные люди и политики. Живой пример переименования названий улиц, писателей, памятников или вообще их уничтожения, которое мы сейчас регулярно наблюдаем хоть в странах бывшего СССР, на Украине, Прибалтике, хоть даже в Европе и Америке. Это подлый, но очень популярный прием. Но вернемся к эфиру. Вот послушайте. Так что поля — это самое фундаментальное, что мы обнаружили в природе. Теория относительности, не использующая эфир, идеально вписывается в эту концепцию. Поля – это самое фундаментальное, что мы обнаружили в природе, и теория относительности, не использующая эфир, идеально вписывается в эту концепцию. Но ведь поля – это и есть эфир, разве нет? Популяризаторы науки искренне считают, что нет. И далее я объясню почему. Это еще одна манипуляция. Хорошо, но что по поводу темной энергии? Да, она равномерно заливает всю Вселенную, но к свету никакого отношения не имеет. Это сущность совершенно другого рода, имеющая не электромагнитную природу. Темная материя – это не эфир, поскольку никакого отношения к свету не имеет. На студента или подростка такой довод, особенно подкрепленный уверенным выражением лица и убедительным жестикулированием, может подействовать. Но если вдуматься, а кто сказал, что эфир вообще должен иметь прямое отношение к свету? Свет – это лишь частное проявление его свойств, ровно так же, как и сама материя. Однако со времен Ньютона или даже раньше с Рене Декарта в определение эфира как-то незаметно прокралось слово «светоносный» и переключило на себя все внимание. Теперь физики накинулись, как уже бывало не раз, именно на это слово. Это определение частного случая свойств эфира,
как будто на его основную единственную характеристику. И победив, а точнее попросту переименовав этот единственный частный случай, постановили, что эфира нет. А далее и вовсе следует заявление, что механистический подход больше не работает, а значит, эфиру места нет. Механистический подход полностью изжил себя еще тогда, и возвращаться к нему смысла нет. И это снова чудовищная манипуляция. Вспоминаем Гюйгенса и Ньютона, их спор о пространстве. Гюйгенс отстаивал эфир и волновую природу света, и вообще пространства, а Ньютон, соответственно, корпускулярную, то есть как раз механистическую. В итоге считается, что Ньютон победил, на него опирается сейчас вся физика. Ну, кроме квантовой, наверное. И вот эти квантовые физики заявляют, что механистический подход себя исчерпал, а потому эфира нет. Чувствуете подмену понятий? Ловкость рук, манипуляция и лицемерие. Назначить механистический подход эфирным, а эфирно-волновой, наоборот, переименовать в квантовый. И тем самым объявить победу над эфиром. Итак, возвращаясь к теме. Было заявлено тем же Эйнштейном, например, что эфир попросту не нужен, потому что без него меньше проблем. То есть, на самом деле, его никто по большому счету и не отвергал, и не опровергал. Просто заявили, что он не нужен. Вспоминаем значение энергии в формуле и замену 4/3 на единицу. Ну как так-то? Причем тут вообще нужен или не нужен? Ты либо исследователь Вселенной и пытаешься познать всю Вселенную без исключения, либо ты торговец. Тогда действительно можно выбирать, что тебе пригодится, а что нет. А может быть, все-таки значение не равно единице? Возможно, оно дико маленькое, но неравная единице. Хорошо, убрали эфир и взамен получили квантовые поля, квантовые флуктуации, темную материю, темную энергию, непонятный электромагнетизм и просто магнетизм, бесконечное количество инерционных систем отсчета, связывать каждая из которых приходится громоздкими преобразованиями Лоренца, путешествующие самостоятельно без каких-либо носителей электромагнитные поля. К ним добавились поля Хиггса, кварки, фотоны, глюоны, лептоны, бозоны и еще вагон квантовых прелестей. Причем толком объяснить, что они такое, как появились и почему так работают, вменяемо, в общем-то, не может никто. Кроме того, появилось несчетное количество новых пространств и измерений, которые никто и никогда не видел, но которые при этом участвуют в уравнениях и формулах. Мало того, до сих пор нет внятного объяснения, что такое энергия вообще и электричество в частности. Это точно облегчение задачи? Или я что-то не понимаю? Ведь пространство, заполненное одним, единым, всепроникающим полем, способным сжиматься, разжиматься, растягиваться, но при этом никогда не рваться, вибрировать и таким образом переносить волны взаимодействия, создавать запутанные участки, которые становятся материей. Это, на мой взгляд, проще. Но существует множество «но». Во-первых, тогда придется признать неугодный эфир, что дико раздражает ученых. Во-вторых, придется закрывать и отправлять на пенсию столпы современной физики, вроде Ньютона. А это по какой-то причине считается невозможным, хотя в самом определении научного метода одним из главных условий заявляется, что не должно быть никаких авторитетов. Абсолютно. Почему-то это правило не касается Ньютона. Получается какое-то лицемерие. А в-третьих, тогда придется вводить новое состояние материи – эфир. Именно новое состояние с абсолютно новыми свойствами, аналогов которым нет, который наделен новыми, уникальнейшими характеристиками. При этом для эфира придется создавать абсолютно новые законы и формулы. И может показаться, что это и есть главная причина отказа от эфира.
бритва Оккама не одобряет создание новых сущностей. Но ведь в итоге все равно пришлось создавать такие новые виды материи или частиц, новые сущности. Причем не одну всеобъемлющую, а десятки, сотни, тысячи новых и независимых. Значит, все-таки не это главная проблема. Может, тогда проблема в том, что эфир невозможно найти, зафиксировать, пощупать? Эту причину озвучил чуть ли не сам Эйнштейн. Но раз обнаружить этот абсолютный покой невозможно, то зачем его тогда вообще искать? И снова нет, поскольку темную материю и темную энергию тоже нельзя никак ни зафиксировать, ни пощупать. Тем не менее, в детекторы темной материи вкладываются миллионы и миллиарды. Ее усиленно ищут на всей планете и по всей Вселенной. Значит, проблема и не в этом. Получается, если все это исключить в качестве главных причин нежелания работать с эфиром как с понятием, то остается только иррациональное нежелание спорить с ньютоновскими догмами. А главный их постулат – Вселенная дискретна. То есть состоит из частиц, хоть каких-то минимальных, но все равно частиц, а между ними ничто. В современном понимании место частиц заняли микроскопические поля, микроскопические системы измерений, которые все равно делят Вселенную на сегменты и снова пропагандируют дискретность. Дискретным сейчас считают даже время. Высказана гипотеза, что в каждый такт времени, самый микроскопический, 1 миллиардную или даже триллионную долю секунды, пространство пребывает в полной неподвижности. Основана эта теория на так называемых апориях античного философа Зенона, в частности апория стрела. Он предположил, что поскольку в каждый отдельный момент времени летящая стрела свободно покоится на одном месте, то и в целом она не движется. Популяризаторы в интернете очень любят это сравнение, хотя эти апории были раскритикованы и опровергнуты еще тогда же, в античное время, Аристотелем. Итак, мы с вами видим, что с самых античных времен и по сей день война идет не то чтобы конкретно с эфиром, а между теорией неделимости и непрерывности Вселенной и дискретностью, которая предполагает наличие отдельно взятых точек, частиц, моментов времени, изолированных инерционных систем отсчета, между которыми ничто. Намеки Вселенной. На самом деле непрерывность и неделимость пространства можно увидеть не только упираясь в эфир и световые и прочие волны в вакууме. Есть способ не то чтобы прям сильно нагляднее, в него, конечно, надо всмотреться, но когда всмотришься, оторваться уже нет сил. Возможно, поэтому нам стараются отвести от него взгляд прямо со школы. Буквально тренируют не обращать на него внимания. И вы все его знаете. Это, как ни странно, математика. Да, та самая наука, тот самый фундаментальный инструмент, с помощью которого абсолютно все современные научные дисциплины так или иначе познают Вселенную. Тот самый инструмент, пользуясь которым можно вывести и доказать что угодно. Любое предположение, любую истину или чушь. Чем и пользуются все, кому не лень. Так вот, в самом этом инструменте еще на школьном уровне заложен принцип непрерывности и неделимости Вселенной. И самое удивительное, что увидеть его совсем не так сложно, как может показаться. Для этого не нужно быть ни гением, ни даже отличником. Вот смотрите, помните ли вы, что такое число π и как оно получается? Напомню. Представьте себе круг, например, из веревочки. Вам нужно узнать длину этой веревочки. Это можно сделать двумя способами. Первый способ – это обрезать ее посередине, уничтожить таким образом и померить получившийся отрезок. А второй способ – это померить диаметр круга и умножить на число π, то есть 3,14. Именно столько раз диаметр круга уложится в получившемся отрезке. Вроде все просто.
Да, именно этому учат в школе, но в том-то и дело, что все не совсем так. Число π бесконечно. У него нет полного и окончательного числового выражения. Это так называемая дробь в периоде, иррациональное число, где каждая следующая цифра после запятой уменьшает ее на порядок, но при этом никогда не заканчивается. Никогда. Если вы разрезали круг диаметром 1 метр, то через пару-тройку знаков после запятой минимальное значение снизится до миллиметров. Следующий знак до микрон, следующий до микрометров, нанометров, фемтометров, до уровня молекул, затем атомов, затем электронов, кварков, затем в миллиард раз меньше кварков, еще в миллиард, затем еще в триллион. И даже если вы разрезали круг диаметром со всю нашу Вселенную в 13 миллиардов световых лет, все равно минимальное значение этого числа π будет в миллиарды миллиардов раз меньше самого маленького глюона, из которого состоит протон, и даже в этом случае оно не достигнет конца. То есть, другими словами, это число показывает нам, что круг никогда не бывает разрезан до конца, что бы вы потом ни сделали с этой веревочкой. Даже если вы ее уничтожите и сожжете, она все равно никогда не потеряет связи с единым и неделимым пространством. Просто потому, что окончательная точка деления, конец этого числа, недостижим. А значит, веревочка или любая другая сфера или круг никогда не будут разрезанными до конца. Точно так же происходит и с другими периодическими дробями. Например, единицу разделить на 3. Вы никогда не получите целого или хотя бы законченного числа. 10 разделить на 3. То же самое. Ну и так далее. Любая периодическая дробь. Но с числом π дело еще интереснее. Ведь может быть дело всего лишь в нашей десятичной системе счисления. И действительно, в разных системах отсчета число π имеет разные значения. Например, в двоичной системе его значение равно 11.001 и так далее. В троичной 10.01 и так далее. И только начиная с четверичной системы, число π начинает приобретать знакомый нам вид – 3 с значениями после запятой. Но несмотря на это, во Вселенной не существует ни одной системы счисления, где число π было бы четким и конечным. Абсолютно в любой системе счисления это число никогда не кончается. Как говорится, это не баг, а фича. То есть сама Вселенная открытым текстом говорит, что она не дискретна, неделима на какие-то отдельные части, кусочки, атомы. Все, что может делиться на целые числа, это лишь частный случай единой и неделимой Вселенной, эфира. Вселенная не просто заполнена эфиром, она и есть эфир. А нам со школы калеными гвоздями вбивают в голову, что не надо обращать внимание на какие-то цифры после запятой, поскольку для вычислений они уже не имеют значения. Для вычислений нет, действительно не имеют. А вот для понимания устройства мира это фундаментальная подсказка. Но заставить студента, окончившего школу, после многолетнего вбивания в голову, что цифры после какого-то знака, после запятой, имеют значение, уже почти невозможно. Мы уже на уровне рефлексов не придаем им значения. Смотрим прямо в упор, и максимум, что приходит в голову, это поупражняться в вычислении миллионного знака числа π после запятой. Даже не понимая зачем. Просто размять мозг. Это превратилось просто в какую-то математическую игру, какое-то соревнование. Так или иначе, эфир все-таки проник в современную физику. Под другими названиями, в десятках отражениях самого себя, которые выдаются за абсолютно разные явления. Но уйти от него совсем не получилось. Уже никто не спорит о том, что вся Вселенная заполнена какими-то квантовыми полями, полями Хиггса, которые постоянно вибрируют или, как это называют физики, флуктурируют, что порождает появление и исчезновение
бесконечного количества виртуальных частиц. То есть буквально сжатое пространство – это частица. Но поскольку у таких самопроизвольно возникающих объектов не хватает энергии, сил, спина или еще чего-то для обеспечения постоянного самоподдерживающегося состояния сжатия, то они тут же распадаются. Тем не менее, какие-то из них достигают таких критических значений, состояний и становятся материальными объектами, атомами. Более подробно этот процесс я разобрал в фильмах «Знак Бога» и «Что такое эфир?». Но, судя по всему, пространство может достигать стабильных сжатых форм не только на атомарном микроуровне, но и на гораздо больших объемах. Таким образом, превращаясь в самоподдерживающееся свободное электромагнитное поле. То есть эдакий атом, но очень-очень большой, раздувшийся как студень, потерявший жесткие материальные очертания, но сохранивший влияние на материальный мир через искажение, которое он вносит в пространство. Другими словами, через поле. Может, я утрирую, и никакой это не атом. Можно назвать это стоячей волной. Но мне так удобнее воспринимать электромагнитное поле, как абсолютно независимый от материального мира самоподдерживающийся объект. Но мы же с вами разговариваем о смысле жизни. Это же философский вопрос. Причем тут самоподдерживающиеся электромагнитные поля, квантовая физика, дискретность времени, преобразование Лоренца и единый неделимый эфир? Терпение. Сейчас самое время посмотреть на участников битвы за эфир с неожиданной и, как обычно, очень конспирологической стороны. Вот смотрите. Первый, кто, видимо, начал эту войну, был Рене Декарт. В его биографии значится, что он француз. Однако во Франции он лишь родился в 1596 году. Через год после его рождения мать умерла при родах следующего ребенка. Отец был членом Реннского парламента, и, видимо, благодаря этому Рене поступил в иезуитский королевский колледж Генриха Великого. Там он познакомился с физикой и математикой, а также мистикой. Но учился он все же не на математика, а на юриста, каковой бакалавриат и лицензиат, и получил в конце обучения. Кстати, обратите внимание на интересный нюанс. Отец был членом парламента города Ренн, и он назвал своего сына Рене. Через 2 года после окончания учебы наш герой решил стать профессиональным военным в качестве наемника и вступил в голландскую протестантскую армию, где устроился военным инженером. Вот с этого момента и началась мистика. Где-то через год после вступления в армию, находясь в Нойбурге на Дунае, холодной ноябрьской ночью он зачем-то заперся один в комнате с печью, спасаясь, очевидно, от холода, и попытался уснуть. Судя по всему, сон был тревожным и прерывистым. Видимо, он несколько раз просыпался то ли от холода, то ли чтобы подкинуть дров в камин. В общем, ему в ту ночь приснилось сразу 3 сна. И по их завершении он решил, что с ним разговаривал чуть ли не сам Бог. И практически тут же, окончательно проснувшись и придя в себя, сформулировал аналитическую геометрию и идею применения математического метода в философии. Чуть позже сформулировал и свое знаменитое «я мыслю, следовательно, существую». О механизме его видений и предсказаний вообще мы поговорим отдельно, а пока что запомним этот факт из его биографии. В армии он пробыл еще год, вплоть до битвы на Белой горе под Прагой, где был в составе католической армии. Битва была выиграна, но сразу же после нее Рене покинул армию. 8 лет он путешествовал по разным странам, но каждый раз неуклонно возвращался в Голландию, где у него появилась любовь и родилась дочь Фрэнсин, которая, к сожалению, прожила всего 5 лет. Итак, несмотря на то, что родился он во Франции, постоянно колесил по миру, но тем не менее 20 лет своей жизни он прожил в Голландии.
И все свои основные революционные работы написал именно там. А учитывая, что началось все с неких видений, то можно смело утверждать, что он имел отношение с некими мистическими силами, чья база находилась где-то в Голландии. Да, я снова намекаю на Галштинию, Альденбургов, Макленбургов и прочие династии и мистические общества, находящиеся в этом регионе. Те, кто следит за моими фильмами, прекрасно знают, почему я делаю на этом акцент. Ну а те, кто не в курсе, посмотрите мои прошлые фильмы, особенно цикл про античных богов. Относительно к нашему случаю, заслуга Рене Декарта состоит в том, что именно он ввел такое понятие, как светоносный эфир. Пока непонятно, хорошо это или плохо, но именно это уточнение, светоносный, в последующих столетиях сыграет самую драматическую роль для понимания эфира. Итак, следующие ключевые персонажи в этой гонке – это Гюйгенс и Ньютон. О Гюйгенсе мы уже тоже много говорили, поэтому повторяться не буду. Сделаю акцент на двух вещах. Он отстаивал существование эфира, волновую теорию мира, то есть непрерывную. И делал это, опять-таки, в нашей любимой Голландии. Ньютон, его яростный противник, отстаивающий корпускулярную модель, полностью житель Великобритании, до мозга костей. Однако его покровитель, разрешающий все споры, человек, который ввел понятие рецензирования научных статей, и, видимо, тот, кто регулировал и контролировал выход научных статей, тот, кто, судя по всему, попросту распределял открытия, сэр Генри Ольденбург, чей род опять же из той самой области Голландии, Галштинии, словом оттуда же. Следующий важнейший участник этой гонки, который через столетия снова доказал эфир, Томас Юнг. Тоже британец до мозга костей, и вряд ли можно заподозрить его в том, что он как-то причастен к этой заколдованной территории. Однако смотрите, в юности у него были различные увлечения, в частности чтение книг, причем на языке оригиналов. Читал античных авторов, Софокла, Гесиода, Цицерона, то есть интересовался историей и оптикой, механикой. В общем, с жадностью поглощал все доступные ему знания, от Шекспира и Софокла до Ньютона. Но наибольшее предпочтение все же отдавал биологии вообще и медицине в частности. Занимался энтомологией и ботаникой. И вот в 1795 году внезапно им охватило желание отправиться на учебу на континент, а заодно попутешествовать. Желание было столь сильным и внезапным, что он добрался из Шотландии до Бирмингема, видимо, на последние деньги. Там продал свою лошадь и на вырученные с этого деньги уже дилижансом доехал до Лондона. И только лишь оттуда написал письмо своей матери, где попытался ее успокоить и описывал планируемый маршрут. И первыми точками этого маршрута были Лейден или Геттинген. То есть, опять же, либо Голландия, либо Нижняя Саксония. Однако, по какой-то причине в Голландию попасть сразу он не смог, а потому продолжил обучение неподалеку от нее, в Геттингенском университете. Из его писем матери выясняется, что, скорее всего, причиной тому послужила Геттингенская библиотека, являвшаяся тогда второй по величине в Европе. Через 2 года он получил там сразу 3 докторские степени – общей медицины, хирургии и акушерства. И вот пришло время возвращаться на родину. Но перед возвратом он все-таки добрался до территории Галштинии, города Гамбурга. Что он там делал, зачем ему понадобился этот крюк, неизвестно. Однако именно оттуда он уже вернулся в Англию. Надо сделать важный акцент на том, что ехал в свое путешествие он буквально на последние деньги, а жил во время европейского тура, подрабатывая где как мог. И даже работал в цирке в качестве наездника-эквилибриста. Это использовали даже в уличной рекламе, зазывая на цирковые представления тем, что у них один из артистов – это действующий профессор. Другими словами, с деньгами было очень и очень туго. Но цель была выше любых невзгод.
И вот, наконец, он попал в Гамбург. И только после этого вернулся в Англию, видимо, достигнув своей цели. А по возвращении, буквально через пару месяцев, на него внезапно сваливается огромное наследство в виде 10 тысяч фунтов, то есть около 1 миллиона фунтов стерлингов по нынешнему курсу, а также роскошный частный дом в Лондоне на улице Норфолк-стрит с шикарной частной библиотекой и коллекцией живописи. Вот прям удивительное везение и совпадение. Уезжал, продавая последнюю лошадь, внезапно, а по возвращении получил джекпот. 25-летний миллионер, плейбой-филантроп. Бывают же совпадения? Или нет? Или, может быть, это богатство свалилось на него так удачно неспроста? А еще через 3 года, к 28 годам, он уже стал профессором Королевского института в Лондоне. В общем, именно после возвращения из Нижней Саксонии и Гамбурга, через пару лет, он и начал плотно заниматься волновой теорией света и обоснованием существования эфира. Судя по тому, с какой критикой ему приходилось сталкиваться по ходу своих исследований, вплоть до публичных высмеиваний со стороны будущего лорда-канцлера Англии, он вел настоящую войну за эфир. И волшебным образом так кстати полученное наследство давало ему возможность вести эту войну, не отвлекаясь на житейские заботы. И надо сказать, что он блестяще отработал это богатство тем, что в итоге победил, дав теории эфира жизнь на последующие 100 лет. Благодаря Томасу Юнгу и его великолепному двущелевому эксперименту, несмотря на насмешки и троллинг, наличие эфира во Вселенной оставалось почти непререкаемым. А спустя 50 лет на свет появился еще один ключевой персонаж этой войны – Хенрик Лоренц. И что, наверное, уже даже не удивительно, родился он, жил, работал и умер в Нидерландах, то есть в Голландии, Галштинии. Конечно, в этой войне принимали участие не только те, кто имеет какое-то отношение к Галштинии и Голландии. Было много ученых из Германии, Франции, Англии, США, России и так далее. Но ключевые фигуры все же так или иначе начинали свой путь к эфиру именно с посещения или жизни на территории Голландии. И если вот этот фильм первый, который вы смотрите на моем канале, то вам совершенно справедливо может прийти в голову мысль, что за бред я несу. Причем тут Галштиния, Голландия? И понимая, что вы вряд ли пойдете пересматривать более ранние фильмы, все же кратенько поясню. Современная территория Голландии, несмотря на свои вроде бы незначительные размеры, экономику и влияние, за время своего существования оказывала на историю планеты просто колоссальное влияние. И при этом незаметное. Вы наверняка знаете про династию Ольденбургов, которые правят половиной мира. Они правят сейчас Британией, всей ее империей, Канадой и всей Европой. Ее младшие ветви – Галштейны, Гатторпы, Макленбурги, Шлезвиги – правят странами поменьше и подальше. Именно туда, к ним, ездил Петр I. Именно через родство с ними они правят, точнее пытаются править и Россией. Именно они влияют на науку с незапамятных времен, контролируя через своих лиц. А во времена Ньютона даже напрямую через своего ставленника Генри Ольденбурга. Именно там появился Николас Витсон, у которого неизвестно откуда появились подробнейшие карты тех мест планеты, где еще и не бывал в то время никто. Да и само название рода Ольденбурги, говорящее, в переводе «старый город», «старгородские», что прямо говорит о том, что они действуют от имени древних старых цивилизаций. Более подробно в моих предыдущих фильмах. Ну а мы с вами возвращаемся к эфиру. Теперь становятся понятны этапы этой игры. Сначала эфир объявили светоносным. Название прижилось, и спустя 300 лет эта мина замедленного действия выстрелила. Произошел гамбит, в ходе которого
Название «светоносный эфир» искоренили только по признаку этой самой светоносности, до кучи скинув на него все огрехи корпускулярной модели. А саму суть эфира все равно приняли, но расчленив его на сотни проявлений, каждое из которых обозвали своим собственным именем. Не можешь победить – возглавь. И сейчас нам с пеной у рта кричат во славу науки о квантовой физике, о релятивистской теории, о том, что Е равно МЦ квадрат, и о теории относительности, говоря какой-то величайший прорыв. Скромно забывая при этом сказать, что все эти так называемые прорывы вообще-то развивали теорию эфира и задолго до Эйнштейна и квантовой физики. Ну да бог с ним. Самое главное, как обычно, кроется где-то глубоко на дне и давно забыто. Помните, с чего началось? С того, что Рене Декарт прикрепил к эфиру эпитет «светоносный». Но ведь это лишь одно из его свойств. А что было в самом начале? До Рене Декарта, то, с чем на самом деле происходит борьба. Для этого нам с вами нужно снова окунуться в греческую античную мифологию и узнать, наконец, что такое этот самый эфир. Без всяких светоносных отвлекающих эпитетов. Его изначальное значение. А оказывается, дошло до нас об эфире не так уж и много. И если открыть Википедию, то становится совсем грустно. Вот смотрите, среди источников значится, например, Цицерон. Это римлянин, но он в своем труде «Природа богов» ссылается на греков и обсуждает их веру, то есть он как бы вторичен. Кроме того, он даже критикует их. Другой указанный источник – Титаномахия, которая до нас, вот странно, не дошла. Издания типа Любкера, напечатанные в 2000-х годах, я вообще источниками не считаю. Это современные поделки. В Гомере есть лишь строчка, где эфир упоминается, но не объясняется. У Гигина во введении прямо с первой строчки перечисляется генеалогия божеств, среди которых и эфир. От мглы хаос, от хаоса и мглы ночь, день, эреб, эфир. У Гесиода в Теогонии тоже не густо. И примерно то же самое. Хаос родил ночь, потом ночь родила эфир и день. Характерно, что в обоих случаях до появления эфира никакого света не было. Оперируется понятием мрак, ночь, хаос, мгла. И только одновременно с появлением эфира появляется свет и день. Земля, то есть Гея, появляется уже из эфира. Более того, все, что рождается далее, рождается из эфира. В том числе и все последующие боги. Далее, среди источников есть Платон, который в диалоге Тимей сообщает, что Бог создал мир из эфира. То есть буквально структурированный эфир – это наш мир. А римский философ Лукреций Кар говорит, что эфир питает созвездия. То есть светила состоят из сгущенного эфира. Вот что считали эфиром на самом деле античные авторы. Не частный случай светоносности, а всезаполняющее поле, которое, сгущаясь, образует материю. То самое нечто, из чего состоит все сущее. Еще раз, эфир – это не то, в чем проходит свет, а то, в чем и из чего состоит вообще все, в том числе и свет. То, в чем находится все, в том числе и мы с вами, и свет, и боги, и вообще все, что существует во Вселенной, и сама Вселенная. А разве не об этом, так или иначе, сейчас говорит квантовая физика? Так в чем же суть поисков и борьбы с эфиром на самом деле? Все эти условности, подмены понятий, светоносный, несветоносный, поля Хиггса, электромагнитные поля, множество пространств и измерений. Яростное, прямо-таки маниакальное отрицание эфира, как две капли воды, кстати, похожее на не менее маниакальное отрицание слова «гравитация» некоторыми альтернативщиками. Если смотреть на изначальное значение слова «эфир», именно изначальное, а не подмененное Рене Декартом на значение «светоносный», то приходим к выводу, что чистый эфир без материи в прямом виде – это место обитания богов, душ
Тот самый тонкий, незримый план Вселенной. И сейчас самое время вспомнить о том, как Рене Декарта буквально кто-то сбил с его пути юриста и провел в физику через сон. Как Томаса Юнга что-то сбило с учебы в Эдинбурге и неумолимо вело в Гамбург, после чего он получил внезапно огромные средства. О том, как физики, несмотря на ярое отрицание эфира, все же непрерывно пытаются его найти и исследовать под другими названиями. Темную энергию, темную материю. Тот самый тонкий план бытия, который пока невозможно измерить, потрогать, пощупать, обнаружить. Но можно лишь интуитивно почувствовать на самом кончике сознания, но который при этом оказывает на нас и вообще на все живое во Вселенной самое мощное, но незримое воздействие. Эфир – это то место, где и находится потусторонняя жизнь. То место, откуда мы пришли в этот мир и куда уходим после смерти. Нужно ли нам на самом деле искать его? Искать с ним взаимодействие? Не знаю. Боюсь, что это равносильно тому, чтобы дать в руки слепому котенку атомную бомбу. Но все же, если где-то и надо искать смысл жизни, то только там, в эфире. Ну или в квантовых полях Хиггса, если вам так неприятно слово «эфир». Конец первой серии.